Итак, вязание я начну снизу, то есть с белого ободка. И для того, чтобы нам начать, нужно связать цепочку из 55 воздушных петель. Ну, условно говоря, минимум 55 и где-то 60 это на окружность головы побольше. Наша окружность головы условно 52 сантиметра. Это детский размер. Итак, я набираю 55 петель, а дальше посмотрим, может быть 60. Добавлю еще 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Ну, и одна с запасом. Итак, у меня получилась цепочка из 55 воздушных петель. Сейчас мы с вами еще раз измерим, что же у нас получилось. Будет ли здесь 55 сантиметров, то есть 52. Так, здесь у нас получается, что мы должны еще набрать 5 петель. 56 есть, 57, 58, 59, 60. Когда вы начинаете вязать начальный ряд, обязательно нужно по вот такому сантиметру измерять. Но начальную вот эту цепочку немножко нужно растягивать. Вот, кстати, сейчас у меня 52 сантиметра, но все-таки я еще доберу 5 петель для того, чтобы делать с небольшим запасом. Мы же делаем этот колпак не на 1 год, правильно? А если вы его вяжете ребенку, то ребенок растет. Итак, вязать будем по кругу, поэтому я должна сейчас провязать второй ряд. Второй ряд буду вязать, не замыкая пока цепочку в круг, а уже провязав второй ряд, я ее замкну. Итак, как обычно, вяжем второй ряд обычными столбиками без накида. Для того, чтобы вязание было более плотным, и чтобы петли, которые мы делаем, они сидели более плотно, я захватываю 2 нити из предыдущего ряда. В каждой петле захватываю 2 нити. Вот таким образом. Самое сложное — это связать второй ряд, потому что цепочка довольно тонкая по сравнению с полотном, которое может быть связано из этой нити. Поэтому второй ряд требует особого внимания. И обязательно следите за тем, чтобы цепочка не перекручивалась, не закручивалась, когда вы вяжете второй ряд. Иначе у вас все вязание будет закручено. Держите ее перед собой вот так вот лицевой стороной к себе. Вот таким образом. Таким образом я довязываю до конца ряда. И только потом я буду замыкать в кольцо свое вязание. На мой взгляд, вязать по кругу довольно удобно. И гораздо удобнее, чем если бы я вязала такой плоский вариант этого колпака, потом делала бы шов. Но по кругу, мне кажется,
и быстрее, и удобнее. Итак, самое сложное, я повторюсь, это связать первые ряды. Здесь важно следить за тем, чтобы не перекручивалась у нас цепочка. Иначе все вязание потом будет перекручено. Первые 2-3 ряда вяжем достаточно медленно и аккуратно. Внимательно следим за тем, чтобы петли шли ровно, не перекручиваясь. Вот как вы видите, я вяжу, а у меня вот эта часть уже перекручивается. Есть опасность того, что когда я буду соединять в кольцо, то она останется перекрученной. Поэтому этот момент мы с вами отдельно рассмотрим. Итак, я продолжаю второй ряд и скоро буду его заканчивать. Посмотрите, осталось совсем чуть-чуть провязать. И затем мы с вами будем выполнять самый главный процесс. Будем соединять в кольцо наше вязание. Я объясню, почему я не стала соединять вязание в кольцо, когда связала первую цепочку. Первый ряд. Потому что есть очень большая вероятность, что она перекрутится. Я не знаю, как у вас, но у меня было такое часто. Итак, вот уже я пришла к завершению второго ряда. Сейчас я его завершу. Здесь я на всякий случай провяжу такие вот 2 петельки. Итак, вот у нас связана теперь вот такая вот деталь. И наша задача соединить в кольцо так, чтобы она не перекручивалась. Крючок пока я отложу в сторону. Я ее должна распрямить, раскрутить в тех местах, где это нужно. Далее смотрим. То есть она должна быть соединена вот так. И даже если вам кажется, что вы вроде бы правильно вот здесь вот закрепили, но она может вот здесь перекрутиться. И сейчас проверяем. Итак, вот мы видим, что у меня она нигде не перекручена. Прекрасно. И сейчас я вот тут соединю. Не буду выпускать ее из рук. Вот этот хвостик выпускать из рук не буду, который у меня находится вот в этой руке. Возвращаю крючок и соединяю. Снова стараюсь захватить 2 ниточки. А соединяю я вот так, простым, даже не столбиком, простой соединительной петлей. Вот. Вот так раз и готово. Все, я соединила в кольцо наше вязание. Еще раз проверю, нигде ли оно не перекрутилось. Нет, оно не перекручено. Вот посмотрите. Вот оно абсолютно ровное. Итак, а теперь будем вязать 3-й ряд. Он уже будет у нас вывязан по окружности. И я его буду вязать с вытянутыми петлями. И точно так же я буду формировать вытянутые петли в каждом ряду. Вообще вы можете делать, как вам нравится. Можете через ряд, можете в каждом ряду. Это уже кому как нравится. Я надеваю нить на большой палец, натягиваю ее. И далее я свой крючок отправляю. Сейчас немножечко я посмотрю, вот все правильно. И дальше я крючок отправляю вот в эту петлю следующую. И вяжу обычный столбик без накида. Снова петлю на большой палец. И чтобы поплотнее закрепить, я делаю вот так. Так. И далее я ввела крючок в ту же самую петлю. Вот видите? То есть я формировала петлю, потом крючок вводила
следующую петлю, вот вы видите. Сейчас я сформирую еще одну вытянутую, вот таким образом. А крючок я отправляю сначала в эту же петлю, в которой он уже побывал. И далее я делаю вот так. Накид и сюда. И протаскиваю. Вот таким образом. Снова раз, сюда, раз и сюда. Вот таким образом вязание будет более плотным. Более объемным. Следующий ряд вы можете вязать обычными столбиками без накида. Провязывая ряд столбиками без накида, вы как бы стягиваете эти петли. И не даете вязанию растянуться еще больше. Далее таким же образом нам с вами нужно будет провязать 5 рядов. И когда я их уже закончу провязывать, я вам покажу, что получилось. Саму вот эту вот схему провязывания вытянутых петель вы уже поняли. И то, что в следующем ряду вы можете вязать столбики без накида простые, уже не делая вот этот вот накид, вот, а просто можете вязать столбики в каждой петле. А я вяжу вот такие сейчас столбики, захватывая дополнительную нить, потому что хочу, чтобы само вязание, сам ободок, он был более объемным. Вот таким вот образом. Итак, я ваше внимание не буду задерживать на выполнении всех этих рядов. Посмотрите, что получилось. Очень, по-моему, неплохо на первый взгляд. Я сейчас провяжу 5 рядов. В каждом ряду буду формировать такие петли. Все они у нас будут с лицевой стороны. И затем покажу вам, что у меня получилось. Посмотрите, я связала 5 рядов с вытянутыми петлями. И у нас получился вот такой ободок для шапочки. Вот посмотрите, как он выглядит со всех сторон. Я думаю, что такой ширины вполне достаточно. Это где-то приблизительно 6 сантиметров. Давайте попробуем измерить. Да, совершенно верно. 5,5-6 сантиметров. Вот. Хочу обратить ваше внимание, что вот этот хвостик, который образовался при начальном наборе цепочки из воздушных петель, мы с вами никуда не заправляем, оставляем его, потому что он будет служить на протяжении вязания ориентиром для подсчета рядов. То есть так нам будет гораздо проще ориентироваться. Еще разочек посмотрите, как у меня получилось. Я вязала вытянутые петли в каждом ряду. Саму основу я вязала с утолщением, то есть добавляла дополнительный накид при провязывании столбиков без накида. Всего у меня здесь получилось 5 рядов, не считая первый наборный ряд из воздушных петель. Итак, вот посмотрите, я остановилась вот здесь, где-то за 5 сантиметров до окончания ряда. Ориентиром мне служит вот этот хвостик. Я все время вязание держу лицевой стороной к себе. И сейчас мы с вами должны будем уже начать вязание основного полотна нашей шапочки. Итак, вот я приготовила нитки красного цвета.
И вот этот хвостик нам нужно заправить, для того, чтобы он не болтался. Ну и, конечно, можно его и в последующем заправить, но так будет проще нам с вами. Я кладу нить красного цвета на полотно белого цвета. И теперь буду ее как бы ввязывать в основной узор. И таким образом провяжу несколько оставшихся вот до завершения ряда петель. Это будет примерно 5 петель. Так. Ну, где-то 4-5. Здесь уже не имеет значения. Да, в моем случае получается 5. Вот таким образом. Вот посмотрите наш ориентир и мой крючок как раз напротив него. То есть 5-й ряд я закончила. И в 5-м ряду я начинаю ввязывать уже красную нить. Так на самом деле удобно. А белая нить у нас заканчивается. То есть она нам уже будет не нужна в нашем полотне. Мы продолжим вязание красной нитью, поэтому белую нить мы с вами заправим в наше вязание. То есть мы их как бы меняем местами. Белая нить остается лежащей на полотне, а красная нить идет в работу. Первый ряд мы с вами вяжем обычными столбиками с накидом. Уже не захватываем дополнительный накид. То есть вяжем абсолютно обычно столбики с одним накидом. И немножко стараемся вязание, ну как бы это сказать, стянуть. Потому что, смотрите, мы с вами, когда вязали, вот эти петли немножко растянулись. Видите? По сравнению с первоначальным рядом, они, конечно, выглядят более длинными. И я буду вязать столбик без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Как вы видите, я заправляю белую нить, а потом отрежу ее, потому что нам она уже сейчас не нужна. Мы продолжаем вязание красной нитью. Вот таким образом, где-то приблизительно можно 10 петель провязать, а потом эту нить отрезать. Сколько я провязала? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну вот, 10-ю петлю я провязываю. И белую нить можно уже отрезать. Я беру ножницы и белую нить отрезаю. Она нам больше не пригодится. Теперь продолжаем вязать ряд красной нитью, столбиками без накида. То есть самыми простыми столбиками, которые известны всем. Но мы не будем весь колпак вязать столбиками без накида. Хотя, если вам нравится, вы можете так поступить. Я использую все-таки в последующем ряду столбики с одним накидом. И думаю, что так будет даже интереснее. Ну и сам колпак свяжется быстрее. В данном случае я ничего не комментирую, просто вяжу. У меня очень удобная нить. Вязать ею одно удовольствие. Очень красивое сочетание такого насыщенного красного цвета с белым. И, кстати, у меня не совсем чисто белый цвет, а немножко кремовый. То есть еле-еле заметный кремовый все-таки присутствует
но тем лучше. Мне кажется, так даже интереснее. Вот посмотрите, уже этот ряд подходит к концу. Вот видите, как быстро получилось. Очень легко и просто получается. Вот. Вот наш ориентир. Здесь закончится первый ряд, связанный красной нитью. Все, я заканчиваю этот ряд. И сейчас начнется самое интересное, потому что я буду вязать столбиками с одним накидом. Все, вот здесь я заканчиваю. Вот так. Вот сейчас наше вязание вот на этом этапе.